Привет, друзья! Я увидела, что вам очень понравилось видео по цвету и решила, что будет здорово записать еще несколько видеоуроков для тренировки рисования ограниченной палитры. Чтобы было интереснее, я решила сделать это в формате челленджа. Каждую субботу буду выкладывать маленькое видео, где за полчаса буду рисовать что-то ограниченной палитрой. И тему я буду выбирать тоже случайно. Я с помощью чата GPT написала список из 50 слов, которые можно рисовать. И сегодня у меня выпал дельфин. И я еще сделала список прилагательных, чтобы было интереснее. И под номером 5 у меня выпал осторожный. Сегодня я буду рисовать осторожного дельфина. Я подумала, что осторожный дельфин — это дельфин, который плавает где-то в кораллах, так он немножко выглядывает. Собрала несколько референсов и выбрала вот что-то вот такое. Я не буду комментировать само построение, потому что карандаш очень плохо видно через камеру. Если вам интересно построение, напишите в комментариях, я запишу об этом дополнительный урок. Референс к этой работе вы сможете найти на моем канале Boosty и Patreon в открытом доступе. Ну а пока я потратила 5 минут на рисунок, и сейчас возьму, как я сказала, 3 цвета. Картинка у меня яркая, такая с ярким голубым цветом, поэтому я беру ФЦ голубой, беру перманент красный, и желтый у меня он один. Это наиболее чистые цвета, и в смесях они тоже будут давать чистые оттенки. Мне это и нужно. Начну с того, что создам фон, даже не фон, а такую как бы среду у дельфина. Нарисую по мокрому, по смоченному листу море, кораллы, которые будут окружать дельфина. Здесь буду экспериментировать с текстурами. Ну а пока смачиваю лист водичкой. Обхожу дельфина, чтобы он у нас остался сухим, и мы смогли более детально проработать его. Бумага у меня 100% хлопок от Малевича. Я покупала его такими пачками. Ну, так, мне кажется, дешевле всего. Как раз для вот таких быстрых работ мне очень удобно использовать лист А4. Обычно я рисую на более крупном формате, но для быстрой работы А4 это то, что надо. Я специально решила ограничить время наброска для того, чтобы это мотивировало больше рисовать. Когда мы планируем себе какую-то большую длинную работу, мы, как правило, откладываем ее в долгий ящик, и все время нету времени, а на получасовой набросок, я думаю, что время найти гораздо проще, поэтому я решила сократить вот этот формат и показать, что и за полчаса можно нарисовать быстрый этюд-набросок. Ну и по смоченному листу я начинаю работать с цветом. На референсах, на фотографиях, которые сняты из глубины, часто верхняя часть моря светится, потому что оттуда идет солнечный свет. Вот я хочу изобразить этот эффект. Для этого я делаю движение полукругом, и вот сейчас вот прям капельку я беру желтого для того, чтобы цвет стал немножко более бирюзовым. Это можно делать не везде, то есть какие-то мазки можно оставить более голубоватыми, а в какие-то добавить чуточку желтого, чтобы он стал более бирюзовым. Вот здесь я даже решила немножечко поиграть с этой теплохолодностью и ниже делаю более такой фиолетовый оттенок, но все по чуть-чуть. Прям вот по капельке добавляю, и просто чтобы немножко качнуть цвет в сторону по цветовому кругу. Заполнила область моря, и сейчас такими перехожу на другую сторону. Мне нужны розовые, причем чистые оттенки. Вот я здесь немножко загрязнила цвет. Сейчас буду стараться почище его набирать, как раз потому что там 3 цвета смешалось, он получился грязноват. А я хочу чистые, более чистые такие розово-оранжевые оттенки, поэтому здесь уже использую вот цвета из смеси розового и оранжевого.
лист мокрый, накладываю их мокрыми мазочками и потом еще побрызгаю немножко из пульверизатора для того, чтобы получился более размытый эффект. Мне нравится и хочется здесь получить эффект, когда краска сильно перетекает одна в другую, поэтому она дает такие как бы ворсинки, и это напоминает чем-то кораллы, выходящие вперед, поэтому я специально брызгаю еще пульверизатором, чтобы вот это вот перетекание было более активным, более сильным. Немножко наклоняла лист, чтобы дать краске растечься, выровнять заливку. И наделала еще таких розовых пятнышек. И теперь тонкой кистью протираю. Посмотрим, что из этого получится. Какая-то часть, конечно, растворится в воде, и этих полос не останется. Но вот эта вот динамика того, что есть какие-то такие интересненькие полосочки, какие-то переплетения замысловатые, частично она останется. Здесь нужно смотреть на то, как ведет себя ваша бумага. Много здесь импровизации, потому что тут уже как акварель растекается, мы на это смотрим и стараемся это как-то собрать, обыграть. Немножко добавляю темного цвета вниз, чтобы там более такие теневые части были. Поверху по волнам цвет сильно выровнялся. Я хочу сделать более активный, динамичный верхнюю часть, поэтому немножечко протираю полусухой кистью то, что у меня там сверху такие делают дуги, переходы цвета. Может быть, к этому вернусь еще попозже, посмотрим, как будет идти. По-хорошему, здесь бы нужно было воспользоваться феном, но у меня сейчас ночь и все спят, поэтому я не хочу шуметь и буду делать на свой страх и риск, бороться с тем, что краска будет немножко вытекать, не будет таких ровных опрятных контуров, но если у вас под рукой есть фен, конечно, фон лучше бы просушить феном, чтобы ускорить это время, но вот я себе время ограничила, у меня уже 14 минут, остается еще около 15 минут на то, чтобы дорисовать дельфина, и я намешиваю цвет для дельфина. Здесь нам нужно смешать все три цвета для того, чтобы получился серый оттенок. При этом в самом дельфине тоже можно варьировать оттенки, где-то брать более голубой, где-то брать чуть более розоватый. Я наношу сначала самые темные места, сверху на головке, а потом буду их размывать водой, то есть я промываю кисть и уже внутреннюю часть просто размываю чистой кистью водичкой. Здесь важно, чтобы цвет был достаточно влажный, чтобы у вас не было сухого края, и вы быстро это сделали, тогда такой эффект получится. То же самое я буду делать там с плавничками, со спинкой. Немножко у меня подтекает краска, я потом к этому вернусь, буду немножко это исправлять. Нижняя часть дельфина более голубоватая, то есть я в мою смесь подмешиваю больше голубого оттенка, на животик. На плавничках по торцу можно оставить немножко белого блика. Это, с одной стороны, их отчертит от туловища, а с другой стороны облегчит вам работу с тем, чтобы краска не затекала в туловище из плавников. Пока нанесла основные цвета, дельфин еще немножко не оформленный, но я на некоторое время его оставлю. Опять же, здесь можно воспользоваться феном, но у меня такой возможности сейчас нет, поэтому я переключусь немножко на кораллы и попробую добавить там текстуры. Здесь я влажной чистой кистью начинаю пробовать водичкой протирать какие-то линии, какие-то такие проплешинки делать в форме какой-то растительности, кораллов внутри получившихся пятен. Опять же, все, что касается фона, здесь очень важна импровизация, смотреть на то, насколько вам
пусто или густо. Я очень люблю употреблять это выражение, да, если вам где-то получается плоско, пусто, значит, туда можно добавлять текстуры. Если у вас уже получается грязь, получается непонятно что, значит, нужно остановиться, оставить в покое это место. Может быть, к нему вернуться чуть позже, по сухому, по мокрому уже оставить как есть. Вернусь опять к дельфину, попробую тоненькими линиями прорисовать какие-то детальки, немножко дооформить плавник и добавить какие-то более яркие акценты, переходы цвета. У меня остается чуть меньше 8 минут, поэтому здесь я уже иду в детализацию, смотрю, где, то есть у меня в общем рисунок набран, мне осталось немножко детализировать все это, так как у меня вот дельфин немножко растекается с фоном, я буду его немножко подчищать, где-то протирать, чтобы, ну, довести это уже до более такого читаемого, читаемых форм, чтобы была максимально за то время, которое я себе предполагаю, чтобы была достаточно хорошая проработка. Добавляю глазик. Ну, тоже смотрите, лучше, конечно, это все делать уже по-сухому, все-таки подсушить работу и по-сухому уже больше добавить какого-то оформления, каких-то деталей. Но мне нравится и по-мокрому, как все это растекается. Вот где-то хочется еще добавить темных пятен, где-то, может быть, по форме можно вытереть что-то, чтобы было более... Когда вы добавляете цвет дельфина, смотрите по ощущениям. Если он уже сухой, то будет одна техника работы, да, то есть мы начинаем добавлять лессировками. Если он еще мокрый, мы как бы вводим цвет в пятно. Самое сложное это когда есть вот это промежуточное состояние, когда краска уже начинает схватываться, подсыхать, и мы начинаем туда лезть и пытаться добавить еще цвет. В этом случае получается есть большой риск того, что получатся какие-то пятна и какие-то такие неравномерные заливки. Я протираю кистью по форме плавника и на это место добавляю немножко голубого цвета, чтобы это выглядело более по форме, скажем так. И сразу вот этот голубой цвет начинаю так разбавлять полосами. Вот мне захотелось, одно за другим пошло, захотелось вернуться еще раз к полосам, добавить, сделать их более текстурными. И в то же время я решила, пока у меня было время, решила еще немножко побрызгать на кораллы, там оставить немножко точек. Не знаю, успели ли вы поймать этот момент. Вот только что я чуть-чуть просто водичкой побрызгала. В общем, в итоге я решила немножко жульничать. Ну, не скажу, что это прям-таки совсем жульничество. Здесь можно воспользоваться линером для того, чтобы получился более четкий силуэт, если у вас он получился такой же расплывчатый, как у меня. А я здесь пользуюсь таким инструментом, который называется Pen Brush. Это что-то наподобие фломастера, только вместо наконечника у него такой, как кисточка. Вот. Он у меня как раз серого цвета, и я его использую для того, чтобы сделать более яркие контуры там глаз, рта, плавников, потому что иначе как-то сложно. Ну что ж, мои 30 минут подходят к концу. Я буду заканчивать мой рисунок. Я довольна своим результатом. Считаю, что с задачей справилась. Желаю вам удачи. Спасибо, что смотрели. Буду рада, если вы попробуете нарисовать вместе со мной. Отмечайте меня в Инстаграм. А также вы можете поддержать меня на площадках Boosty и Patreon. Это поможет мне выпускать больше видео, делать для вас больше интересного материала. А кроме того, там есть специальные уроки, которых нет на YouTube, с более подробным разбором. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайк,
Подписывайтесь на канал, будет еще много интересных видео. Пока-пока!